Привет, YouTube! Вы на канале Дневник Кастомайзера, меня зовут Александр, и я кастомизирую кроссовки. И сегодня я решил записать полноценный обзор на тему, как собирается пара Джорданов единичек с нуля. Видео будет довольно долгим, около 30 минут, будем разбирать каждый этап, и если такой формат тебе заходит, подписывайся, ставь лайк, жми колокольчик, а мы едем дальше. Поехали! Итак, первое, с чего мы с вами начнем, это с выбора кожи. Так вышло, что мне уже было из чего выбрать, поэтому поехали по порядку. У меня есть вот такая вот крутая, плотная, зеленая матовая кожа. Будем ее комбинировать, использовать с изнаночной и внутренней части ворсистой, так как она с двух сторон очень приятная, очень прикольная. Будем собирать из нее детали верха. Дальше у меня есть вот такая вот черная телячья кожа. Она очень мягкая, довольно тонкая. Такая кожа идеально подходит на подкладочную часть. Именно там она у нас и будет. Дальше у меня есть вот такая вот кожа козы. С лица фактура выглядит так, но мы будем использовать вот эту вот изнаночную часть, так как лично мне она нравится и очень похожа по фактуре на замшу. Ее мы с вами поставим на язычки. И, конечно же, как же без экзотики, у нас есть вот такой вот черный питон. Его я поставлю на свуши и на заднюю верхнюю часть кроссовка. Хочу питон поставить, потому что сразу питон как-то выделяется из стоковых моделей, сразу видно кастомная работа. Ну и в принципе это дорого. Люблю я питон, черт возьми. Так, далее мы берем с вами лекало. Эту пару, к сожалению, к счастью, невозможно собрать без грамотно сконструированных деталей, поэтому я заранее их подготовил, высыпаем их сюда. И по ним мы будем размечать с вами детали верха. Так, заранее проверяем, в какую сторону кожа тянется, так как от этого зависит наша потом будущая затяжка. Тянется она только всегда в одну сторону, поэтому мы заранее с вами это проверяем. Итак, погнали. Мы с вами отобрали детали, которые мы будем с вами размечать на зеленой коже. И к этому мы сейчас приступим. Для того, чтобы разметить, нам потребуется вот такой вот стирающийся стержень, специальный стержень для разметки по коже. И начинаем с вами размечать. Итак, я закончил разметку по зеленой коже. Теперь возьмем ножницы, отрежем этот кусок, чтобы нам было удобнее все это кроить дело. Итак, вот так выглядит у нас размеченная кожа частей верха. Вот этот кусок мы отложим, кроить будем в самом конце. Продолжаем разметку, но уже по другой коже. Опа! Итак, ну что, мы закончили разметку по коже. Теперь нам нужно эти детальки все очень аккуратно выкроить, и из них мы будем собирать детали верха. Кстати, мы к свушу, к детали свуша на питоне добавили 2 мм припуск. Это нужно для того, чтобы, когда мы будем кожу подкладывать, а нам под свуш по-любому нужно кожу подкладывать, потому что он очень тонкий, не было видно вот этого стыка с подкладочной кожей. У нас
деталь питона уйдет как бы в загибку под внутреннюю подкладочную кожу. Итак, закончили мы этот долгий процесс по выкройке. Все детали у нас выкроены. Вот так выглядит подкладочная кожа, то есть дублирующая кожа, которая у нас будет дублировать питон. Сами детальки питона у нас выкроены с припуском 2 мм, и деталь будет уходить вовнутрь. Вот, сейчас мы все эти детали сортируем, складываем в одно удобное место и начинаем спускать края. Спускать мы будем вот таким вот ножом. Процесс не очень быстрый, очень грязный, очень пыльный, но что ж, красота требует жертв. Зачем я сказал? Итак, спускать края мы закончили, теперь нам нужно некоторые детали доделать. Нам нужно, получается, продублировать кожу питона, сделать из них законченные детали, и только потом мы приступим к сшиванию деталей. Итак, со сушем мы закончили. Вот так вот у нас, получается, в загибку ушла деталь, и так она выглядит с ребра, то есть никакой подкладочной части не видно. И закончили мы с первым этапом, с выкройкой, переходим плавно ко второму. Сейчас мы все эти заготовленные шаблоны будем склеивать и сшивать.
Так, ну что, мы с вами закончили собирать верх Джорданов. Вот так выглядит, собственно, кроссовок, на котором еще нет подошвы. Но все равно еще мало напоминает финальный какой-то законченный вид. Связано это с тем, что теперь нам этот верх обуви нужно затянуть на форму, которая идентична Джорданам. И разница между началом этого видео и тем местом, где мы находимся сейчас, где-то 3 недели, 3,5 недели. Связано это с тем, что я заморочился и разработал колодку, которая на сегодняшний день является просто точной копией Джорданов. Вот так выглядит, скажем так, полупара, которая дорабатывалась, разрабатывалась. Вот. И как только мы получили, грубо говоря, желаемый вот такой результат, то эту колодку я отправил в Питер на колодочную и отградировал по размерам. И вот так выглядит уже финальный вид колодки. И в нашем случае мы сейчас переходим плавно к одному из завершающих этапов. Это затяжки. То есть мы, получается, будем сейчас вот этот сшитый верх обуви затягивать на эту колодку. Погнали! Перед тем, как начать затягивать, нам следует набить на колодку внутреннюю стельку. Именно она будет служить основанием между подошвой и вкладышем. Сначала стельку смачиваем водой, затем даем чуть-чуть подсохнуть, и только после этого начинаем набивать ее на основание колодки. Как только мы набили гвозди по контуру, тут следует стельке дать полностью высохнуть. Как правило, это занимает около часа. Зависит еще от материала. Можно сделать стельку из чепрака, но в нашем случае у нас обувной картон, поэтому сохнет быстрее. Затем мы срезаем лишнее и получаем ровную стельку.
Так, ну что, нам осталось снять подошву с этой пары донора и свапнуть ее на нашу новую. А для того, чтобы снять подошву, способ достаточно простой. Нам нужно, получается, клей разогреть, снять швы, вот, и растворителем удалить клей, и подошва очень легко будет отслаиваться. Ну что, погнали. Нам в первую очередь нужно расшнуровать и вынуть стельку. Так, стельку вынули, шнурки вытащили, теперь снимаем швы. Для этого поддеваем один стежок на внутренней части, вот таким вот образом. Вот, и начинаем снимать. Итак, мой любимый момент. Go.